Привет, друзья! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня порадую вас легендарным рецептом. Сегодня покажу, как приготовить сливовый пирог по рецепту из газеты New York Times. Я не раз встречала этот рецепт в сети и в этот раз решилась его попробовать и не прогадала. Такой вкуснятины я давно не пробовала. Не зря читательницы кулинарного раздела газеты New York Times так его любят. Да и сама газета, печатая этот рецепт каждый год, сделала его просто легендарным. И есть за что. Давайте же смотреть этот восхитительный рецепт восхитительного пирога. По рецепту понадобится реально мало ингредиентов. Вот они все здесь у меня на столе перед вами. Мука, сливочное масло, сахарозаменитель, 2 яйца, разрыхлитель и корица. Ну и, конечно же, сливы тоже имеются. Берем удобную глубокую посуду, которая у вас есть дома. Сливочное масло должно быть мягкое, слегка подтаявшее, и для этого я воспользуюсь микроволновкой и слегка его растоплю. Выливаем масло и к нему уже сразу добавляем сахарозаменитель. Вообще-то можете смело брать сахар. Кстати, в оригинальном рецепте сахара добавляют целый стакан, но, как по мне, немного сладковато получается. Теперь взбиваем масло с сахарозаменителем в однородную массу. Сюда же добавляем яйца и снова все хорошенько взбиваем до однородной консистенции. Далее вводим муку, 1 чайную ложку разрыхлителя и опять повторяем процесс. Только уже на слабых оборотах миксера все перемешиваем. Когда тесто готово, оставляем его ненадолго в сторонку и займемся сливами. Я беру столько штук, сколько поместится на мою форму, примерно 4-5 штучек. Разрезаем на 2 дольки и удаляем косточку. Ну и как бы все. Тесто выкладываем в форму и разравниваем. Как видите, тесто будет густое, но оно очень эластичное и мягкое, словно это крем, а не тесто. Теперь в тесто выкладываем по кругу сливы. Можно плотнее, тогда получится больше начинки. Я уже ранее упоминала, что пользуюсь сахарозаменителем, но вы смело берите сахар. Посыпаем сливы 1 столовой ложкой сахара или сахарозаменителя и в конце добавляем 1 чайную ложечку корицы для вкуса. Поверьте, корица добавит свою ароматическую нотку. Добавляйте ее обязательно. И скорее несем в духовку выпекаться. Духовка уже хорошо разогрета до 180 градусов и выпекаем около 30 минут. Возможно, вам понадобится 35-40, тут смотрите по корочке. Ну-с, мои дорогие, сливовый пирог готов. Обалдеть просто можно от этого аромата. Я вам так скажу, что пирог так благоухает, что хочется этот пирог просто ложкой есть из формы. Пирог получается восхитительным. Нежная текстура, сочные сливы. Да что там рассказывать, пробуйте этот рецепт. Детали, ингредиенты оставляю в описании под видео. И приятного вам аппетита! До встречи в следующем видео. Пока-пока!